С наступлением лета, как только растаял снег и промелькнул первый теплый луч, 4 главных рода найманов – Каракерей, Садыр, Матай и Тортуэл, происходящие от Элигетая, начали переселение с окрестностей Улытау в эти благодатные восточные земли. Хотя, по установленному порядку, следовало бы дождаться ханского указа о перекочевке, они были уверены, разрешение будет дано. И точно, достаточно было одного слова Кабанбая, прозвучавшего по возвращении с ханского совета: «Переходим», и вся округа в тот же день вскочила в седло. Для казаха кочевать, что птица взлететь. Это не трудность, не подвиг. Азов степи — привычный ритм жизни, как дыхание ветра над просторами. Получается, на кон поставлена высокая цена, подумайте об этом. Теперь вернемся обратно. В Джунгаре сел на трон Лама-Даржи. Он убрал Цыбан-Даржи и отправил письмо Кабылай-хану. В прошлом году, в мае, айратский хантайша Цыван-Даржи был полностью смещен, и на его место сел незаконно рожденный сын Халдана Церена, Лама-Даржи. Сразу после официальной церемонии восшествия на трон новый хантайша направил посла Кабылаю и передал ему специальное письмо. В своем письме он сообщал, что при его брате Цыване Даржи в стране царили беспорядки, нарушился внутренний порядок, и отношения с соседними народами также были неблагополучными. Он выразил уверенность в том, что отныне отношения между казахами и джунгарами войдут в нормальное русло. Абылай прекрасно понимал, за вежливыми словами нового айратского хантайша скрывается простое притворство. Он видел суть происходящего и ясно осознавал, больше ждать нельзя. Откладывать решительные действия еще на год было бы ошибкой. Этой весной в Джунгарию отправились казахские послы во главе с Малайсарой и Куда-Уисты Куттыбай. Вернувшись, они рассказали, что в Орде царит смута, все из-за распри за трон. Цыван-Даржи, хоть и сидел на престоле всего 4 года, успел наделать немало бед. Сначала знать думала, что сможет управлять молодым правителем. Но он оказался не мягким, а мнительным и трусливым. А у страха, как известно, руки в крови. Окружив себя злобными ламами и хитроумными советниками, он слушал только их. Те плели интриги, настраивали его против достойных наёнов, и вскоре все, кто вызывал хоть малейшие подозрения, исчезали по его приказу. Хотя власть в айратском ханстве сменилась, для казахской степи и южных соседей, Коканда и кыргызов, ничего не изменилось. Как говорят, одна дочь хуже другой, династия, рожденная в крови и внутренней вражде, не могла принести добра. С приходом нового хантайша давление на соседние народы, которое при Цыван-Даржи немного ослабло, теперь снова усилилось. Поэтому на ханском совете в Каркаралы казахские батыры решили, дальше откладывать нельзя, нужно действовать. В один из теплых, ласковых августовских дней, когда степь уже начинала желтеть, но в тенистых местах еще сохранялась свежесть лета, на высоком холме восточного берега реки Кингир появился отряд всадников. Все на статных скакунах, сверкающих серебром седлах и доспехах, под ярким солнечным светом они казались будто из легенды. Каждый из них — богатырь с могучей статью и внушительным видом. В центре — величественный воин в золотом доспехе, на ослепительно красивом рыжем коне с шелковым покрывалом, сам Абылай-хан. Рядом с ним — прославленные полководцы — Кабанбай, Багинбай, Ярженебек, Баян, Какжалбарак, Аразымбет, Алжабай. Тут же мудрые Жирау-Бухар и Актамберди, а также уважаемые Бибаранбай, Тобитби, Бигбалат. Среди них и молодые султаны — Абулфейс, Ханбаба, Уали. Утром они отправились к мавзолею Алла-Шах-хана для чтения Корана. Теперь же, с вершины холма, напротив, в мареве жары мерцал и переливался на солнце тот самый мавзолей. В зеленой долине у излученной реки стоял белополосатый ханский шатер Абылая. Вокруг — походные шатры батыров и зеленое знамя, развивающиеся в небе. Ниже по течению, вдоль обоих берегов, множество шатров, юрты, словно село на празднике, дымки костров, людская суета, движущиеся отряды. Все войско, пешие и конные, только что прошло перед ханом, показывая строй и силу. Передние уже дошли до лагерей, а задние все еще двигались вдоль склона, цепь воинов, как нескончаемая река. Во взгляде Абылая — сила и тревога. Но, глядя на стройных воинов, он немного оттаял. В нем уверенность, но в сердце несбывшаяся мечта.
Он хотел объединить 3 жуза, собрать 7 туменов и одним ударом освободить всю степь. Но сейчас лишь 3 тумена. И на том спасибо. Для казахской степи это слишком мало. Как короткий тон, голову укроешь, ноги мерзнут. С кем воевать первым? Сырдарья, Жетысу, Алтай? Армия мала, а степь без края. Вот что тяготит Абылая. Стоящие на вершине не сводили глаз, пока весь строй не прошел перед ними. Они внимательно смотрели, пока перед ними не прошел весь строй. Это были воины 4 Арыс-Арка, Аргын, Найман, Кирей и Уак. Из младшего жуза участвовали лишь алшинцы и Тама с Арысу. А из старшего жуза только Жалаир из Балхаша. Остальные в этом году не смогли выйти из окружения жунгар, которые совершили карающий поход на юг. Даже в походе Абылай славился щедростью. Сареалы козы и холодный кумыс никогда не исчезали из ханского шатра. Вскоре слуги разложили дастархан. Они внесли кумыс в серебряной чаше с позвякивающими подвесками. С другой стороны подали вяленое мясо, жаубуйрик и свежеподжаренный куэрдак из молодого таинша. Что может быть вкуснее, чем походная еда под открытым небом? Поначалу большинство поддержало мнение не гнаться за дальним врагом, а выбить того, кто рядом. Конечно, Сырдарья, Каратау, Ташкент и Сайрам все еще под врагом — это позор. Но туда уже поздно, дорога дальняя, кони устанут, боевой пыл угаснет. Лучше обойти Балхаш, перейти у Аигоза и раскинуть шатры у Акшаули. Разделить войско, одну часть — на Баркытбель, против Таргауитов и Уранхаев, другую — вдоль Алаколя и Емиля, против дюрбютов. Обрежем правое крыло айратской орды, и левое, что уходит в сторону Коканда и кыргызов, легко обрушится. Инициаторы этого плана — Канжигалы Багинбай-Батыр. А вот группа, возглавляемая Кабанбай-Батыром, предлагала противоположное — не идти на Баркытбель, а направить удар на юг, в сторону Ташкента и Туркестана. Странно, сам Кабанбай, мечтавший освободить родные края у Алаколя и Токта-Барлык, теперь настаивал на другом направлении. Пока сторонников у него немного, но доводы веские. По его мнению, юг охвачен пожаром, который в прошлом году разжег Коканд. Если не вмешаться, под удар попадут роды старшего жуза. Айраты зверствуют под Ташкентом, грабят казахские аулы, убивают мусульман. Недавно гонцы Толеби прибыли к Абылаю с этой страшной вестью. Сразу затем прибыл еще один гонец от каракалпакского батыра Калышбека. Он просил срочной помощи. После жунгарского нашествия в 1740-х годов народ каракалпаков раскололся. Одни ушли под защиту младшего жуза Уарала, другие остались на Сырдарье и были вынуждены признать власть Жунгарии. Они жили тяжело, платили дань, старались выжить рядом с родами старшего жуза. Но недавно на них снова обрушилось бедствие. Айратский кантайши приказал переселить всех подвластных каракалпаков в Жунгарию. Сейчас 3000 семей удерживают в одном месте, готовясь к насильственному переселению. В письме Абылаю Батыр Калышбек просил: «Мы, кровные братья, не дайте нам погибнуть в чужих руках». Когда Абылай на прошлом совете озвучил беду каракалпаков, сердце Кабанбая сжалось. Стало ясно, главный очаг напряжения — не Арка и не Алтай, а юг. Роды старшего жуза давно сжаты врагом, прижаты к Таласу, Шу, Арысу и Сырдарье. Живут под гнетом, платят дань жунгарам, ждут помощи полвека. Толеби и другие старейшины устали ждать. Когда не дождались помощи от родни, вынуждены были обратиться к Коканду. Значит, войну надо начинать с юга. Ибо без освобождения Сырдарьи, Каратау и Святого Туркестана настоящей свободы не будет. Была у Кабанбая еще одна причина держать путь на юг — смерть Барак-Султана. Перед кончиной, отравленный, он сказал сыновьям: «Доберитесь до Абылая и Кабанбая, они не оставят мою кровь без ответа». Недавно его старший сын, Ханбаба, со слезами передал эти слова. Кабанбай поклялся исполнить завет. Он должен пройти через Карнак и найти того, кто погубил Барак-Султана, будь то калмак, казах или кожа, и наказать его при всех. Без этого не успокоится ни душа павшего, ни сердце живого.
С тех пор этот вопрос не раз обсуждали, но к решению так и не пришли. Тянуть больше нельзя. Сегодня решающий день. Войско ждет, куда направится войско. Главная трудность — не выбор пути, а как не поссорить двух опор трона, Кабанбая и Багинбая. Оба правы, оба — символы. Один — опора аргынов, другой — щит найманов. Один — сверкающий алмаз, другой — черный каленый клинок. Выбери одного, обидишь другого. И даже хан бывает в раздумье. Абылай бросил взгляд на Бухар-Жирау. Мудрец понял. И, как сокол без тамагы, взвел домбру и заговорил струнами. «Эй, Абылай, Абылай! Когда я впервые тебя увидел, ты был юн, как птенец. Жил в Туркестане, служил хану Абульмамбету, жил незаметно, тихо, даже верблюдов пас у Биавтоле. Но с 20 лет, как белый сокол, ты взлетел на золотой трон. Удача села тебе на плечо, Кыдыр стал рядом, судьба ночевала в твоем доме, а ты уже глядел далеко, к великому будущему. А ты, Канжигал Багинбай, известен был своей неустанной отвагой, не знал ты покоя ни днем, ни ночью. Но скажи честно, до Кабанбая, где ты первым поднял копье против врага? Ай, Абылай, Абылай, сен мен көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Түркістанда жүр едің. Абулмамбет патшаға қызметкер болып тұр едің, қалқақтап жүріп күнелтіп, үйсін төле билердің, түйесін баққан құлы едің. Сен 20 жасқа жеткен соң, алтын тұғыр үстінде, ақ сұңқар құстай түледің, дәулет құсы қонды басына, Қыдыр келді қасына, бақ үйінде түнедің, алыстан тоят тіледің. Уа, сен Қанжығалы Бөгенбай, тоқыма кетпес ұры едің, түн қатып жане жүр едің, Қабанбайдан бұрын найзаңды қай жерде жауға тіредің. А, хан Абылай. А, Батыр Багинбай. До каких пор вы будете бросать старика Бухара в пылающее пламя? Жунгар, как змей, что свил гнездо среди нас. Его орда по сей день отравляет землю старшего Жуза. Они забрали не только землю, они надели на народ цепи зависимости. Если хочешь уничтожить врага, бей в самое сердце. Не гонитесь за легкой добычей. Истинная доблесть в защите родных. Кто отдает брата на смерть? Сейчас у казахов нет старше Толеби. Он годами сдерживал жунгаров переговорами и дарами. Но и он не вечен. Пусть хоть при жизни увидит, как родная земля очищается от врага. Если прислушаетесь ко мне, начните первый поход с Бата Толеби, с его благословения. Это будет правильно и по-божески. Пауза. Багинбай, твоя храбрость велика, народ тебя чтит. Но не обижайся, в этот раз я на стороне Кабанбая. Он прав, сначала надо освободить Каратау, колыбель казахского духа, а уже потом идти на Алаколь. Ну и ну, ага Бухар. Молнии среди ясного неба ударили, весь Шатыр потрясли. Ладно, сдаюсь. Что ты на стороне Дарабоза, я уже догадался, потому, как взял домбру, будто ребенка убаюкиваешь, сказал Багинбай, раскачивая свое могучее тело и смеясь громко, от души. Эти простые слова словно сняли тяжелый груз, который давил на всех с самого вчерашнего дня. В шатре воцарились смех и оживленная атмосфера. Когда в чашах снова заиграл пенистый кымыс, слово взял Абылай, Барикелди, ага Бухар. Как говорят, одним ударом усмирили верблюда, все расставили по местам. Проговорил он, удобно усевшись на низком сандаловом троне и слегка отклонившись назад. Да, земли Киреев и Найманов, Алтай, Баркытбель, Токта и Барлык сейчас под властью айратов. Но, Орта-Жуз, хоть ты и уступил часть земли, свою волю ты не отдал. Подождать еще немного можно. А вот роды старшего Жуза уже более 30 лет носят ярмо подчинения. С тех пор айраты топчут Талас, шумят на Шу, пылят между Арысом и Сырдарьей. Старший Жуз — это наши братья. Каракалпаки — родная кровь. Если сейчас, когда над ними нависла беда, мы не подставим плечо, простят ли нас потомки? Сказал Абылай, собрав мысли. В Ташкенте и Туркестане по вине предательских купцов пролита кровь не одного, а сразу двух казахских ханов. 12 лет назад погиб Жалбарыс-хан, а в этом году пал Барак.
Разве не пора отомстить за них, взыскать их кровь? Учитывая все это, я считаю, что предложение Дарабоза справедливое и верное. Но на юг должна идти немалая дружина, а хорошо вооруженное, боеспособное войско численностью не менее 2 туменов. Пусть союзники радуются, а враги дрожат от силы казахского оружия. В добрый путь, джигиты. Все единогласно поддержали решение. Уже завтра 2 тумена войска под предводительством Кабанбая выступают на юг. Сам Кабанбай, в центре, правым флангом командует Малайсары, левым — Ханбаба, сын султана Барака. В походе с ними — храбрецы Баян, Аразымбет, Алжабай, Еспембет, Байгозы, Баймурат. Но и тыл не остался без защиты. Один тумен остается у Айгоза, на стратегическом рубеже между Востоком, Югом и Жетысу. В случае опасности, они первыми придут на помощь. Оборону Арка возглавили Кокжарлы Барак и Кирей Женибек. Абылай и Багинбай тоже остаются, чтобы быть рядом с оставшимся войском. Так начался последний великий поход за освобождение родной земли от врага. Это было в августе 1751 года, в год овцы. Со времен великих сражений при Аныракай и Алаколь под боевым знаменем не собиралось столько казахского воинства. Тогда численность войска превышала 30 тысяч. Его разделили на 3 части, в центре шел сам хан Абулхайр, правым крылом командовал Канджигалы Багинбай, левым — Кабанбай. То было настоящее море народного гнева, великая сила, поднявшаяся, чтобы смести врага. Но, увы, из-за разногласий между ханами и султанами армия так и не достигла цели и распалась. С тех пор головы 3 жузов больше не собирались вместе. В этот поход Кабанбай отправился не один, с ним была вся семья. Сначала к армии присоединился его младший сын Али, которому в этом году исполнилось 18. Он с юных лет участвовал в Аламан-Джарактар. А затем к отцу попросилась Назым, горячая, упрямая дочь, которой Кабанбай когда-то пообещал: в свой первый поход ты пойдешь со мной. И он сдержал слово. А под конец присоединилась и Майсара: если все вы уходите на войну, неужели я останусь одна в пустом доме? Сказала она. И пошла вместе с ними. Дневные переходы в стремительном темпе, испытания и для коня, и для всадника. Ночлеги под открытым небом, костры, будто звезды с неба спустились на землю, ароматная еда в полевой юрте, бесконечные разговоры у огня. А в конце — сладкий, глубокий сон прямо под звездами, седлом под головой и буркой вместо подушки. Кабанбай и Майсара неспешно обходили вечерний лагерь Аламан-войска. Полководец хотел понять главное, каков настрой людей, как сказался на них долгий путь. К счастью, дух армии был высок. Ни усталости, ни сомнений. А значит, несмотря на пройденные километры, бойцы четко осознавали цель этого похода. Цель великого, судьбоносного похода за свободу. Когда они вернулись в шатер, в лагере их ждали, прибыл вестовой от разведки. Отряд под командованием Еспембета беспрепятственно вошел в Сазак. Дорога до Жанакаргана и Туркестана свободна. Войска старшего жуза, услышав, что с севера идет большая армия, с нетерпением ждут их прибытия. Добрая весть придала уверенности. На рассвете Кабанбай приказал дать походный сигнал. Войско не задержалось в Сазаке. Пересекая Каратау, оно обошло Туркестан и встало лагерем у подножия гор. Кабанбай же с малым отрядом отправился на поклон хану Абулмамбету. Абулмамбет все еще опасался похода Жунгар. Но услышав, что армия из Арка уже прибыла, он явно успокоился. Когда Кабанбай вошел в Орду, хан не смог скрыть радость, вскочил и обнял его. Добрался благополучно, Дарабоз? Как Аламан войско? Не устали в пути? Засыпал он вопросами. Шли медленно, чтобы не утомить людей и коней. Аламан в строю, хоть сегодня в бой. Ответил Кабанбай. Превосходно. 2 тумена, такая сила давно не собиралась, с облегчением сказал хан и сел на трон. С улыбкой добавил: в сказках была птица Самрук, она прилетала с края света, когда наступала беда. Так вот, твой приход для этого народа, как ее долгожданное возвращение,
сказал он искренне. Кабанбай со своим отрядом долго в Туркестане не задержался. Перекусив в ханской ставке и выслушав вести о местных делах, после полудня они вновь отправились в путь. За парой перевалов на восток стояла ауэл султана Барака, они заехали туда, прочли молитву по усопшему. Далее, объехав окрестности Туркестана, направились в Карнак. Цель — разузнать о Камаледдин Кадже, отравившем Барака. Но, как и ожидали, коварного Каджу уже не было, он бежал в Ташкент и больше не вернулся. «Хоть под землю уйдет, найдем», — сказал Кабанбай, успокаивая Ханбабу. «В этот раз и сквозь 7 слоев земли достанем». Через несколько дней северное войско соединилось с ополчением старшего Жуза у берегов Арыса. Их было около 5000. Даже 88-летний Толеби не остался в стороне, помогал формировать ряды сражающихся. Продолжение этой истории в следующем видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить, и палец вверх, это помогает продвигать наше видео.